Буду слушать и вам рассказывать, вот, чтобы немножко было понятно, о чем идет речь. Такая карта стоит 60 лир для тех, у кого есть вид на жительство. И тогда можете во все такие исторические места, музеи заходить бесплатно. В этом зале, оборудованном специально для детей, мы хотим познакомить маленьких посетителей нашего музея с развитием региона Анталья от доисторических времен до современности. И начнем мы у правой стены. Здесь в хронологическом порядке выставлены макеты различных поселений и античных городов. Модели пещеры Караин и стоянки Читал-Хююк помогут нам погрузиться в доисторические времена, а представленные макетами города мира Перге, Патара и Аспендес уведут нас в античность. Мы увидим минарет Евли и башню с часами, шедевры зодчества сельджукской и османской эпох. А в заключении познакомимся с ткачами покрывал, сидельщиками, медниками и кузнецами конца XIX века. Эти ремесленники воссоздают на модели атмосферу традиционного рынка в Анталии. Как раньше выглядели ремесленники в Анталии. Так, начнем наш обзор. Я думаю, будет очень-очень интересно. При раскопках в 150 километрах к северу от Антальи были найдены керамические предметы медного века, датируемые 6-м тысячелетием до нашей эры. Они являются прекрасным образцом типичного для региона декоративно-прикладного искусства и позволяют судить об уровне культурного развития. Помимо ярких расцветок глиняных сосудов, их тщательно отполированных поверхностей и геометрических узоров бросается в глаза, что фон и узор переходят друг в друга. Эти сосуды были расписаны с применением особой техники, которая характеризуется слиянием фона и орнамента. Выставленный здесь погребальный пифос бронзового века связан с одной из древнейших похоронных традиций в Анатолии. На фотографиях запечатлен момент обнаружения этого захоронения в Караташ-Симаюке. Все погребальные пифосы, найденные в поселении, были уложены горлышком на восток. Положение скелетов не оставляет сомнений в том, что перед погребением умерших размещали в этих сосудах в позе эмбриона. Зачастую внутри пифоса находился не один скелет. Это дает основание предположить, что мы имеем дело со своего рода семейными гробницами, которые использовались несколькими поколениями. В пифосы клали также сосуды, бронзовые украшения и плоских идолов, подобных тем, что вы уже видели в предыдущих витринах раньше. Керамические предметы в этом зале отличаются от уже виденных вами как в эстетическом отношении, так и по технике исполнения. Ведь цивилизация не стояла на месте. Вазы с геометрическим орнаментом, широко распространенные в Афинах, украшены горизонтальными или вертикальными черными штрихами, между которыми помещены геометрические мотивы или стилизованные фигуры. Керамика архаической и классической эпох, выставленная в этой витрине, изготовлена в технике чернофигурной вазописи. Это значит, что терракотово-красный фон сосудов расписывался черным цветом. По изображениям на сосудах можно судить не только об уровне развития изобразительного искусства того времени, но и узнать много любопытного о повседневной жизни людей. Большинство емкостей использовалось для хранения жидкостей, таких как вино, вода и оливковое масло. Расположенный в центре кратер, то есть сосуд для вина с широким горлышком, украшен мифологическими фигурами. На повернутой к нам стороне восседает Дионис в окружении своих менад. На некотором отдалении от этой группы виден танцующий сатир. С другой же стороны, сатир показан с двумя менадами по левую и правую руку от него. Действительно интересно, что из этих чаш раньше, из кувшинчиков люди пили вино, другие напитки. То есть простые такие для обихода. Да. Бытовая утварь. Теперь мы подошли к керамическим изделиям эллинистической эпохи, то есть 3 и 2 веков до нашей эры. Винный кувшин с рельефами, расположенный в центре, так называемая
Ойнохоя относится к самым значительным экспонатам в этой витрине. В левой витрине в хронологическом порядке выставлены произведения искусства римской и позднеримско-византийских эпох. В римский период техника изготовления ваз достигла своего совершенства. В византийские времена, когда начался экономический спад, сосуды увеличились в размерах и диаметре, кроме того, появились первые бутылки. Вот такие были фляжки. Термос. В зале региональных раскопок экспонируются небольшие объекты и художественные изделия, обнаруженные во время археологических раскопок, которые проводились университетами и музеями в Ликии, Памфилии и Писидии. Уже железные, бронзовые, железные различные изделия пошли. Сант-Николас. Вот это вот с ликийской тропы. Вот как уже говорили, что очень много находок было сделано в городе Перге. Ну и там еще много-много территорий, которые вообще еще не исследованы. Тоже мы были в городе Перге. Есть видео на канале. Посмотрите. Оставлю вот здесь рядом ссылочку на экране. Переходим к более крупным экземплярам артефактов. Инструменты для резьбы, которые вы видите справа, практически не отличаются от используемых сегодня. Многие из частично разрушенных фигурных рельефов были найдены в городской стене античного города Ксанфа. На одном из них можно распознать петухов, ликийский символ плодовитости. На другом изображены лошади, которые будто выстроились для парада. Подобные рельефы можно рассматривать как предтечи развившегося позже искусства круглой скульптуры. Обратите внимание на работу, обособленно стоящую чуть левее в углу. Это один из самых ранних скульптурных портретов классической эпохи. Предполагают, что мастер изобразил Титаниду Лето, мать Аполлона и Артемиды. Скульптура из черного и белого мелкопористого мрамора, которую вы видите перед собой, настоящий шедевр. Примечателен не только использованный материал, но также стиль и мастерство исполнения. В волосах у танцовщицы лента, подобная тем, что украшают головы многочисленных скульптур Афродиты. Склоненная на бок и чуть вниз голова напоминает лик богини. Кажется, она отрешилась от всего земного, предалась своему вселенскому танцу. Когда обнаружили это произведение искусства, оно представляло собой 103 разрозненных фрагмента, которые затем соединили при помощи металлических опор. Скульптура ценна не только своей красотой, но и тем, что в ней воплотилось высокое мастерство воятелей древности. Историческая область Памфилия, а в особенности город Перге, достигли своего наивысшего благосостояния и художественного расцвета во II и III веках нашей эры. В этом зале вы видите также статуи римских императоров, правивших в период, который называют «золотым веком Римской империи». Рядом с царственными мужами стоят фигуры их супруг. Слева вы видите императора Трояна, а справа – императора Адриана. Латы на груди Трояна украшены головой медузы Горгоны, грифонами и рельефом из листьев аканта. Император одет также в полютамент – плащ римских воинов. Рядом с ним на коленях стоит дакийский пленный. Статуя императора Адриана была обнаружена в нимфеуме города Перге. Это лучше всего сохранившаяся скульптура правителя в нашем музее. Адриан вошел в историю как разносторонняя личность и император-интеллектуал. Первостепенное внимание он уделял развитию искусств. Скульптурные портреты прежних императоров были безбородыми. Адриан же стал первым, кого скульпторы стали изображать на всех его портретах с короткой курчавой бородой. Впоследствии ему будут подражать другие императоры. На скульптурах, созданных в течение 1,5 веков после правления Адриана, все они носят бороды. Скульптуры были обнаружены во время многочисленных раскопок в Перге и датируются примерно II-III веками нашей эры. Мрамор мелкопористой структуры, из которого высечено большинство фигур, происходит с острова, нынче известного как Мармара, а также из Афьон-Энджихисара. В Перге и его округе мраморных карьеров не было. Да, Вообще интересно. можно даже потрогать. Смотри, какая
Это как называется? Мелкозернистый мрамор, да? Прям мрамор, камень такой прям. А это змея. Интересно. Волосы, вот это каждая кучеряшечка, так интересно передан, да? Да. Немесис. Здравствуйте, приятно познакомиться. И вот на большом экране даже видно. Давай ты здесь нажимай на маленьком, а я на большом буду показывать. Вот стрелочку назад. Нет, здесь это телевизор, там надо нажимать. Там сенсорный дисплей. Вообще амфитеатр, он сохранился в Перге, да, его можно посетить. Вот. Только кажется, вот этих верхних этажей уже нету. Да, Там да. как-то. Ну, мы будем еще раз в Перге, обязательно покажем. Давай еще кого-нибудь посмотрим. Вот эту, допустим. А, вот, смотри. Фризы и все остальные архитектурные элементы в этом зале ранее украшали сценическое здание, так называемую скену Пергийского театра. На протяжении 3 веков, то есть во времена правления императоров от Адриана и Антонина Пия до Септимия Севера, все эти элементы скены служили кулисой для римских комедий, театрализованных представлений и гладиаторских поединков. Затем театр был разрушен во время крупного землетрясения. Нижний уровень трехэтажной скены украшали скульптурные изображения императоров, на среднем уровне размещались статуи богов, а наверху – фризы. 10 фризовых плит вы можете увидеть наверху на стене. Сюжетом для них стала гигантомахия, то есть борьба богов-олимпийцев с гигантами. Глядя на такое оформление сцены, можно предположить, что театр Перги был самым роскошно декорированным римским театром Средиземноморья. Один из самых впечатляющих экспонатов в этом зале, без сомнения, монументальная статуя Александра Великого. Александр, сын македонского царя Филиппа, занимает важное место в истории города Перги. Статуя Александра сделана из мрамора мелкопористой структуры. Левая нога, согнутая в колене, попирает щиты и оружие, образующие цоколь скульптуры. Голова, за исключением небольшого повреждения на кончике носа, прекрасно сохранилась. Когда Александр Македонский во время своих завоевательных походов достиг Анатолии, он смог беспрепятственно войти в Перги, а местные жители даже приветствовали его. Впоследствии горожанам стало ясно, что они и не смогли бы защищаться, ведь в Перге даже не было крепостной стены. А ведь Перги обладал собственной школой воятелей и был богатым городом. Оборонительные укрепления были возведены не в последнюю очередь благодаря Александру, который продемонстрировал уязвимость города. Когда прохладно на улице, дождичек, вот посещение музея, это тоже очень интересно. Интересное времяпрепровождение. Так называемая остатека имеет крышу в виде кровли. Углы фронтона отделаны мотивами с листьями аканта, а каждый из тимпанов – рельефом в форме щита. Края кровельной черепицы украшены театральными масками. Гирлянды из фруктов и листьев опоясывают саркофаг со всех 4 сторон. По углам их поддерживают Ники, то есть богини победы, а на продольных сторонах – эроты, маленькие божества любви. Посередине каждой гирлянды на обеих продольных сторонах размещены маски, а в торцах – головы медузы Горгоны. Кроме того, саркофаг отделан великолепной мозаикой. В этом зале размещены 2 саркофага с изображением 12 подвигов Геракла. Первый из них датируется 2 веком нашей эры. Его верхняя часть сделана в форме кровли здания. 3 угла обоих фронтонов украшены акротериями, то есть навершиями, а каждый из тимпанов – головой медузы Горгоны. Антификсы – декоративные элементы по краям кровли, выполнены в виде львиных голов. 3 стороны саркофага делятся витыми коринфскими колоннами на сегменты. В каждом таком поле изображен один из 12 подвигов Геракла. На одной из продольных сторон показаны удушение немейского льва, охота на ириманского вепря, киренейская лань из Аркадии и стимфалийские птицы.
Далее размещены сюжеты чистки Авгиевых конюшен и похищения золотых яблок из садов Гесперид. С другой продольной стороны мы видим обуздание Гераклом критского быка, поимку коней царя Диомеда, победу над амазонками, убийство Гериона и укрощение пса Кербера, охранявшего вход в царство Аида. Торцевую часть украшают ворота в подземный мир, охраняемые диаскурами. На другом саркофаге без колонн 12 подвигов Геракла высечены на 12 фризах. Один из этих фризов был нелегально вывезен в Америку. Позже Калифорнийский художественный музей Гетти вернул этот фрагмент Турции. Обе торцевые стороны попали в наш музей из коллекции Шварцкопфа. Саркофаг датируется III веком нашей эры и накрыт плоской крышкой в форме клине, то есть ложа для отдыха. На крышке мы видим скульптурные изображения усопших супругов. Оба передних угла верхней части украшены фигурками обнаженных младенцев. На продольных сторонах саркофага высечены сидящие и стоящие мужские и женские фигуры. В этой же части указаны имена умерших. На одной из торцевых сторон изображен алтарь, а за священным огнем, охраняемым 2 людьми, виднеется дверь. Вероятно, это дверь вход в царство Аида. Подобные рельефы нередко встречаются на торцах саркофагов. Изображения ворот в мир мертвых находили на анатолийских гробницах, датируемых еще VI веком до нашей эры. Да, для нас это непонятно. Когда люди жили в то время, они понимали, в чем тут смысл. Но такие могилы могли позволить себе. Ну, конечно, это люди. только цари, императоры и так далее. Какая-то богатая семья тут похоронена. Материалом для собачьего саркофага послужил известняк, а нашли это захоронение в античном городе Термессосе. Мрамор, из которого сделаны белые участки саркофага, добыт в карьерах острова Мармара, в древности называвшегося Проконисос, а также в античном городе Докимион, неподалеку от Афьона. 11-строчная надпись на древнегреческом языке сообщает, что Родопа, состоятельная одинокая женщина, жившая в римскую эпоху, велела изготовить этот саркофаг для своей собаки Стефано. Он относится к немногим собачьим саркофагам, обнаруженным в Анатолии. Большую часть высеченного на нем стихотворения турецким ученым удалось разобрать. «Счастьем Родопы» прозвали те его, кто с ним играл. Нежданно смерть его настигла, и тело гроб сокрыл. Под сенью этих плит нашел теперь приют умерший пес Стефано. Родопа плакала о нем и погребла его как человека. Родопа повелела сделать для меня, Стефана, сию могилу. Этот саркофаг был выкопан в 1997 году расхитителями могил на западном некрополе города Перге. При попытке продажи он попал в руки стражей порядка. Надпись на саркофаге гласит: «Я, Аврелия Батиана Диметрия, сама велела изготовить для меня этот саркофаг. И я хочу, чтобы в нем было похоронено только мое тело, и чтобы мои наследники сразу же после моей смерти запаяли саркофаг железом и свинцом». Крышка саркофага имеет форму клине, на котором изображена лежащая супружеская пара. Лицо женщины наделено индивидуальными чертами. Голова же мужчины осталась незавершенной. Одной рукой мужчина обнимает за плечи свою супругу, а в другой он держит свиток. Клине украшено растительными мотивами. На торце саркофага в центре изображена двухстворчатая дверь, символ перехода в загробный мир. Перед дверью стоит алтарь с фруктами. С левой стороны находится мужчина со свитком в руке, а с правой женщина, кутающаяся в свое одеяние. Значительная часть противоположной торцевой стороны была разрушена еще в древние времена грабителями могил, искавшими в саркофагах сокровища. Когда слушаешь аудио и прям немножко оживает, да, понимаешь, в чем тут суть. Вообще прям. Смотри. Вот это расхитители, видишь? Могил. Да, расхитители могил. Потом у них конфисковали, как рассказывают. Саркофаг датируется II веком нашей эры и имеет крышку в виде кровли. Углы фронтона украшены рельефами в форме щита.
На антефиксах расположены львиные головы, служащие украшением сточных желобов. С продольной стороны вы видите медальон. На нем изображена медуза Горгона с волосами в виде змей, а по обе стороны от медальона находятся эроты. С другой стороны подобный медальон окружают Ники, богини Победы. Торцевые стороны также украшены медальонами с медузой. Представленные на саркофаге сцены символизируют счастливую и успешную жизнь. Саркофаг был найден в 2003 году во время раскопок на втором этаже усыпальницы М9 в западном некрополе Перге. Крышка имеет форму клине. На саркофаге, сделанном из пентелийского мрамора, высечены портреты усопших. Торцевые стороны украшены сценами сбора винограда. Подобные картины встречаются и на многих других саркофагах с изображениями Диониса. На рельефах этого саркофага виноград собирают сатиры и Минады. Этот фрагмент относится к северному фронтону надгробия ликийского царя Перикла на Акрополе в Лемире. Сюжет взят из мифологии. Персей отсекает голову медузе Горгоне. На героя надета тиара, головной убор персидских царей. На угловых акротериях изображены две убегающие сестры медузы. Перед вами стоит Геракл, полубог, получеловек. Это римская копия так называемого Геракла Форнезе, бронзовой статуи римского скульптора Лисипа, который жил в III веке до нашей эры и считается одним из величайших воятелей в истории. Эти фрагменты фриза некогда были частью великолепного кинотафа, построенного жителями Лемиры с разрешения Римского Сената в честь Гая Цезаря, внука и приемного сына императора Августа. Кинотаф – это символическая гробница, не содержащая останков усопшего, и сооружавшаяся в память о правителях и героях, погибших на чужбине. Гай Цезарь был тяжело ранен на войне в Армении и скончался 21 февраля 4 года нашей эры в небольшом портовом городе Лемире. Фриз, украшавший гробницу, состоял из 68 рельефных плит. Сохранившиеся фрагменты содержат изображения всадников в сопровождении молодых и пожилых людей. Хранящиеся в нашем музее кинотафные фризы являются собой важнейшие образцы пластического искусства августовской эпохи в Анатолии. На выходе тоже очень интересные здесь фрески. Вот какая-то скрижаль, на которой тоже есть надпись. Но почему-то я не вижу здесь номерок для аудиогида, чтобы прослушать, что это такое. Аурелия Паулиния. Здравствуйте. Ну да, если было бы побольше времени, можно было еще поискать, разобраться. Вот в аудиогиде наушники тоже выдают вместе с ним. 90 лир стоит. Можно брать и ходить тут хоть целый день слушать, вникать, рассматривать. Но нам хватило буквально, мы вот часочек погуляли или даже меньше. Интересно посмотреть, действительно. Для того, чтобы просто представить, вот какая жизнь была в древности. Конечно, нам трудно до конца понять, как это было, но хотя бы что-то, да, можем представить. О, на улице как хорошо. Ветра нет. Ой, ты посмотри, павлин. Павлинчик Да. нас встречает, смотрите. Он уже настолько привык к людям, что уже не боится. Класс, шикарно. Как тебе? Шикарная. Посмотри, посмотри, он сейчас покажется. Или он смотрит, куда ему можно бежать. Не знаю. Он нас сопровождает в своих владениях. Смотрите, вот кувшин. Просто здесь Рост человека. несколько человек таких поместится, как Лена. Действительно. В общем, Анталия полна различных вот таких артефактов, каких-то находок археологических. Да. И мест, где эти артефакты очень даже красиво выложены. Да, да. Ну, здесь всегда жили люди. Допустим, где-то там степи, горы, а вот здесь возле моря всегда кто-то жил. Аллея из колонн.
Тоже надписи какие-то. О, привет, павлин. А раньше два их было, где-то второй еще гуляет. Может, это там. Да. И здесь я еще слышал, петух кричал, тоже где-то, наверное, петух здесь ходит. Можно на него садиться? Ну Не а что? развалится он А что ему будет? Он же каменный. Каменный диван. Здесь столик каменный. И по краям такие чаши. Здесь, возможно, был какой-нибудь, скажем, факел. Ну, например. А над нами апельсинчик? Здесь апельсины, да? А здесь чаша со льдом и бутыль Шампан. шампанского или сухого вина. И вот так вот сидели, проводили вечер, общались. Находится археологический музей прямо на берегу моря. Доехать можно на трамвае, на новом трамвае метро. И вот здесь вот сразу море, и вот этот серпантин, который, ну, спускаешься туда на пляж Конь-Алты. Вот. Из центра ретро-трамвайчик идет. А, из центра, да, ретро-трамвайчик, вот этот красненький, тоже прям сюда идет. На конечной остановке выходите и можно сходить в музей. Смотри, такая территория музея красивая. Шикарная, шикарная. Сейчас Просто парк, и Вот. можно здесь посидеть. в этой беседке посидим, отдохнем и пойдем дальше. Вот едем, ребята, с музея. На ретро-трамвайчике. Очень колоритный трамвайчик. Ходит прям вдоль берега моря. Слева от нас море, справа музей проехали. Там море у нас. Какой трамвайчик. Всего 2 вагончика. Осенний пейзаж. Да? Осенний анталийский пейзаж. Да. А Но вот море. эта улица очень красивая, если смотреть налево и направо. Вот это вот самые модные места сзади здесь. Ну да. Ладно, ребята, всем пока-пока. Надеюсь, вам понравится, будет интересно прогуляться по музею. Ждем ваших Комментариев и лайков.